Столкновение судов. Несмотря на большой вклад в повышение безопасности судоходства на море, который вносят государства флага и классификационные общества, количество аварийных морских происшествий остается примерно одинаковым. По-прежнему, ежегодно в море гибнут 90-100 судов, происходит множество инцидентов и происшествий, сотни моряков становятся жертвами стихии или получают травмы в период работы на судах. И это неудивительно, если учесть, что в составе мирового флота находится около 90 тысяч судов разных типов и размеров, на которых нередко в трудных и опасных условиях трудится около 1,5 миллиона человек. Одним из наиболее часто происходящих на море видов аварий, влекущих за собой крупные материальные убытки, травмы и гибель людей, является столкновение судов. Есть десятки примеров, когда следствием столкновений судов явилась гибель одного из них и многих членов экипажа. Сейчас большинство катастроф и крупных аварий, случившихся с судами, в том числе столкновений судов, становятся объектом тщательного расследования со стороны государства флага либо государства, в территориальном море которого это событие произошло. Это позволяет получить достоверную и полную картину происшедшего с целью установления причин несчастья, действующих факторов и сопутствующих обстоятельств. Полученные таким образом результаты используются для совершенствования международных правил по предотвращению столкновений судов, разработки рекомендаций по повышению безопасности эксплуатации судов. Анализу причин столкновений судов и разработке мер по их предотвращению посвящены многочисленные публикации, материалы конференций, круглых столов. Можно обоснованно считать, что в отношении информационно-нормативного обеспечения предупреждения столкновений судов в морской отрасли проделана и продолжает осуществляться большая и целенаправленная работа, которая реализуется в улучшении действующих правил расхождения судов в море и эффективного использования навигационных приборов, улучшении теоретической и практической подготовки судоводительского состава. Вместе с тем, многие случаи столкновения судов становятся предметом судебного разбирательства, цель которого – определить степень вины в происшедшей аварии всех участвующих сторон и соответствующее распределение убытков. То есть речь идет о правовых последствиях столкновения судов, когда каждый из вовлеченных в разбирательство судовладельцев старается максимально защитить свои интересы. При этом большое значение имеют правильное представление всех обстоятельств аварийного происшествия, описание решений и действий лиц, управляющих судами, зафиксированных в судовых документах и в показаниях персонала, находившегося на вахте на мостике и в машинном отделении. В возникшей в результате аварии стрессовой ситуации капитаны столкнувшихся судов обычно ограничены во времени и возможностях для сбора доказательств, подтверждающих правильность их решений и действий. Ничто в настоящих правилах не может освободить ни судно, ни его владельца, ни капитана, ни экипаж от ответственности за его последствия. От невыполнения этих правил или от пренебрежения какой-либо предосторожностью, соблюдение которой требуется обычной морской практикой или особыми обстоятельствами данного случая. Столкновение судов – это аварийное чрезвычайное морское происшествие. Это значит, что оно всегда сопровождается вредом, который может быть выражен в денежной форме. В результате столкновения судов, как правило, имеется сторона, права и законные интересы которой нарушены, и сторона-правонарушитель.